So our outline for today. И наш план на сегодня. All right, we're going to finish up some things we went over yesterday. Мы закончим некоторые вещи, которые прошли вчера. And then we're going to learn how to study a paragraph. И потом мы начнем изучать то, как исследовать отрывок, как исследовать абзац. And we'll go through a couple examples of И that. мы рассмотрим несколько примеров этого. In the second hour, we're going to learn how to study a section. И на втором часу мы изучим, как исследовать целую секцию, то есть несколько абзацев, несколько параграфов. And we'll go through an example of that. И мы также рассмотрим пример и этого тоже. And then in the third hour, we'll have a classroom exercise where y'all go through a section. И на третьем часу у нас будет упражнение в классе, когда вы все изучите целую секцию Писания, несколько абзацев. So our big concept that we're working with at the moment is observation. И большая концепция, над которой мы в данный момент работаем, это по-прежнему наблюдение. And we're learning various skills on how to observe. И мы наблюдаем, мы сейчас изучаем различные навыки, которые помогут нам лучше наблюдать текст. We started observing grammar, Мы уже начали наблюдать за грамматикой, and now we're talking about structure. и сейчас мы будем говорить о структуре. All right? So, comparison. Итак, первое, да, сейчас мы говорим о законах литературной композиции, и первое это сравнение. Again, you don't need to memorize the whole list of 17. И опять же, вам не нужно запоминать весь список этих 17 законов литературной композиции. But you want to be familiar with things to look for. Но вы должны быть знакомы с тем, вообще на что обращать внимание, что искать в тексте. So, comparison, contrast, После сравнения следующий это контраст, противопоставление. repetition, Третье это повторение. continuity, Потом это продолжающиеся разъяснения, непрерывность, целостность. and this is very similar to repetition. Ну, это, кстати, похоже на повторение. As a matter of fact, when we go through our section today, this will be one of the things we want to piece together. Да, и когда мы сегодня будем рассматривать, исследовать целые секции, то мы будем видеть, как вместе складываются несколько абзацев через этот период. Continuation, Потом, да, продолжение, climax, кульминация, cruciality, переход interchange, и чередование. General versus specific. Потом противопоставление общего и конкретного, ну и переход от общего к конкретному. And to review this, sometimes you can have a general statement at the beginning and a bunch of specifics. То есть очень часто может быть, что какое-то общее утверждение идет в начале, и потом множество деталей конкретных. Or you can flip that around and have a bunch of specifics and then summarize. Или может быть наоборот, множество деталей идет, детали, и потом в конце итог всего. Causation and substantiation. Причинная связь и обоснование, ну, причинно-следственная связь. Instrumentation. Инструментарий, когда показывается, ну, каким образом достигается цель. Или через кого, или через что достигается цель. Explanation or analysis. Объяснение или анализ. Preparation or introduction. Подготовка или введение, когда дается фон для последующего курса. And this is where we left off yesterday. И на этом мы вчера остановились. So the next one is summarization. Следующий пункт это суммирование. So this is similar to general to specific. Это похоже на то, как мы от общего идем к частному. Here you have a list of things and then they'll be summarized at the end. Точнее, от частного к общему. И здесь у нас есть определенный список каких-то вещей, и потом все суммируется в конце. So again, our verses are related to Matthew chapter 6. И опять же, наш любимый стих, отрывок Матфея 6 глава. And so as we talked about
worry as one of the major points. И мы говорили с вами о беспокойстве, как об одном из главных пунктов этого отрывка. And so he begins with saying, for this reason, I say to you, do not be worried about your life. И в 25 стихе говорит Иисус: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей». And then he goes through a discussion of some very specifics: birds, flowers, clothing, food, etc. И он потом идет в перечисление многочисленных конкретных моментов. Там птицы, еда, одежда, цветы. And so when he gets to the end in verse 33, he summarizes the point. И когда он в конце, в 33 стихе заканчивает, то он подводит итог всему. Seek first his kingdom and righteousness, and all these things will be added. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. The next is interrogation. И следующий пункт – это вопрос. Now this is very important. И это очень важно. Whenever you see a question in the text, Где бы вы ни увидели вопрос в тексте, it makes you think. он заставляет вас задуматься. For example, in Romans, Например, в послании к римлянам. every so often at the end of a section, Paul will ask a question. Then in the section at the beginning of next page. Somewhere between that break. Да, то есть где-то обычно в переходе от одной секции к другой Павел задает вопрос. And that question makes you think, well, how do I answer this question? И этот вопрос заставляет вас размышлять, как же на него ответить. Turn to Job chapter 38. Job 38. Иова 38. Откройте, пожалуйста. Everybody's probably familiar with the layout of the book of Job. И все из вас примерно знакомы со сценарием истории в книге Иова. In general terms, Job is doing a lot of suffering. Если так в общих словах, то Иов переживает множество страданий. He has 3 friends show up and they have a big discussion. Появляются 3 его друга, у них идет такая серьезный спор у них идет друг с другом. And then a 4th guy, Elihu, starts speaking. И потом начинает говорить 4-й товарищ по имени Илиуд, да. So after 37 chapters of all of this talk, God starts talking. И после 37 глав вот этих вот бесед начинает говорить Бог. And God talks for 4 chapters, starting in verse 38, or chapter 38. И Бог говорит в течение 4 глав, начиная с 38. So, let's see. И давайте посмотрим. Read the first 3 verses. That kind of gives us a flavor. Те, пожалуйста, первые 3 стиха, они вам примерно дадут представление о происходящем. So, God shows up in a storm. То есть Бог является Иову из бури. And if you look down the entire chapter or 2, you'll see a whole bunch of question marks. И если вы прочитаете дальше вперед, главу или 2, вы увидите целую кучу разных таких вопросительных знаков. And so, as you see this extended questioning, you want to ask, why is God asking these questions? И когда вы видите вот такое большое количество вопросов, то вы начинаете думать, а зачем Бог столько вопросов задает? And you also want to play along with Job and see if you can answer any of them. И вы также хотите поставить себя на место Иова и посмотреть, сможете ли вы ответить на эти вопросы. Now, in this case, the whole point is Job can't answer any of these questions. В данном случае смысл именно в том, что Иов не в состоянии на эти вопросы ответить. But in the first 37 chapters of Job, they all said what God was doing. Но в течение первых 37 глав они все рассуждали о том, что делает Бог. And so now you have this contrast. И теперь у вас есть контраст. So when you have a whole bunch of question marks, that's a very important thing to observe. И потому, когда у вас есть вот такое количество вопросительных знаков, то это уже очень интересная вещь, за которой стоит понаблюдать. The next concept is that of harmony. Следующая концепция – это концепция гармонии. Harmony is where you have 2 different sections and you want to bring them together. Гармония – это когда у вас есть две различные секции, и вы хотите их как-то вместе
вместе свести. On a big scale, we could look at Samuel and Kings versus Chronicles. Samuel in Kings, the prophet Samuel in Kings, Kings, the books of the Bible. and prophet Samuel in Chronicles. And then Kings. Compare Samuel and Kings together versus Chronicles. Yeah. Ну, такая вот в качестве большого примера давайте сравним первые 4 книги царств и книги Паралипоменон. And if you go through those, let's take the David story, for example. И давайте, например, да, представим, мы изучаем параллельно историю Давида в книгах царств, 1 и 2, и в книге Паралипоменон. David's story is told mostly in 2 Samuel. В основном история Давида излагается во 2 книге царств. At least that's the part where his 4 sons die, he's under discipline for his sin. И вот это именно та часть, где умирают 4 его сына, где он дисциплинируется, наказывается за свой грех. When you go to Chronicles, that sin isn't even mentioned. Но когда вы приступаете к книге Паралипоменон, этот грех вообще не упоминается. And so, when you have 2 sections that are different, you want to find out why. И когда вы находите 2 секции, которые говорят об одном и том же, но различаются при этом, то вы хотите понять, почему такое происходит. And so, in this case, Chronicles has a different purpose than Samuel and Kings. Но в данном случае мы знаем, что книга Паралипоменон имеет другие цели, отличающиеся от целей книг царств. The quick answer is, Kings is telling them why they're going to be destroyed. Потому что, если быстро сказать, то в книге царств, в книгах царств описывается, почему израильский народ должен был быть уничтожен. Chronicles tells the nation why God's going to bring them back from exile. И теперь книга Паралипоменон объясняет, почему теперь, уже после Вавилонского плена, Бог хочет их вернуть назад. They don't tell 2 stories in conflict. То есть там нету 2 конфликтующих между собой историй, противоречащих друг другу. There's a way to bring them in harmony. И есть определенный способ, как эти истории можно гармонизировать, то есть объединить. And so these are questions to ask of the text. Why is it this way? И вот это те вопросы, которые нужно задавать по тексту. Почему все таким образом описано? And eventually you'll find an answer. И в конце концов вы найдете ответ. Proportion. Пропорции. And again, proportion is the amount of time or the amount of space. И опять же, пропорция это количество времени или количество мест, объема текста. And so you can compare, for example, we mentioned the upper room discourses, 5 chapters. И, например, вы можете сравнить беседа в горнице Иоанна с 13 по 17 главу, 5 глав. The time period of those 5 chapters is at most 12 hours. Временной промежуток, в течение которого это все говорилось, по максимуму 12 часов. Whereas the rest of the book deals with 7 signs and etc. and more А things. в то время как оставшаяся часть книги это 7 чудес, 7 разных 7 чудес и всякие события жизни Иисуса. That suggests the upper room discourse is very important. И мы можем из этого предположить, что беседа в горнице это нечто крайне важное. Now, if you look at the Matthew 6 passage once again, И если вы еще раз рассмотрите отрывок в Матфея 6 главе, we've gone through this section, verse 25 through 34. и мы с вами много времени посвятили отрывку с 25 по 34 стих. We could summarize that as don't worry about having too little. И мы можем суммировать этот отрывок фразой, не заботьтесь о том, что мало имеете. Now, if you look before that section, look at verses 19 through 21. Но если вы хотите посмотреть, если вы посмотрите чуть-чуть назад, то вы увидите маленькую такую секцию, абзац с 19 по 21 стих. So, if the last paragraph is a danger of having too little, how would you summarize verse 19 through 21? И если последний абзац с 25 по 34 это опасность иметь слишком мало и заботиться из-за этого,
то как бы вы суммировали стихи с 19 по 21? Навпаки, не надто багато. Don't strive to get too much. It was very good, very good. Не пытайтесь слишком много получить. So in the same context, we have a danger related to having too much treasure. И в том же самом контексте нам описывается опасность того, чтобы иметь слишком много богатств. And right afterwards, there's a danger of having too little. Сразу после этого опасность того, чтобы иметь слишком мало. Now, which one does he spend more time on? Но на чем чему автор уделяет больше места и времени? На тому, щоб не мати. Of having too little. That's right. And I think it's Потому что это interesting. слишком мало, да? I think it's interesting. A lot of people want to get after rich people. Это интересно. They have envy toward rich people. Да, многие люди завидуют богатым, да? But there's a danger of having too little, and that danger is covetousness. Но есть также опасность того, чтобы быть бедным. So, I mean, there's worry, envy, So, covetousness, a lot of sins related to having too Can I little. just, so there is a danger of being rich, Yep. yeah, and there is a danger of being Poor. да. То есть, но есть опасность, да, Писание нам говорит, опасность есть того, чтобы быть богатым, да, и, многие это понимают и об этом говорят, да. Но с другой стороны есть опасность быть бедным, да, и тогда вы начинаете завидовать, вы начинаете переживать, вы начинаете, все эти вещи. Дві крайності. So it's kind of two edges. There is. Да. But the law of proportion, we see Jesus spends more time on the too little. Но если вы увидите пропорцию, то обратите внимание, что Иисус больше времени уделяет тому, чтобы иметь слишком мало. Тому що бідних більше. Because it's more poor people than rich. Oh, okay. Could be quantity. Да, может быть, да, тут какая-то пропорция имеет место. That's an acceptable answer if that's, where you find it. Это приемлемый ответ. Правда, его в тексте нету, но... So, that summarizes all of these laws of literary composition. То есть вот здесь мы уже закончили с законами литературной композиции. Now again, the point is, don't expect to learn all these categories at once. И опять же, идея в том, что не ожидайте, что вы все эти законы сразу выучите. The goal at this point is to raise your awareness of how the Bible works. Цель вот этого раздела в том, чтобы повысить вашу осведомленность о том, как работает вообще, как устроена Библия. Now another concept to pay attention to. И еще одна концепция, которой стоит уделить внимание. Let's see, we're not quite to interpretation yet. Things that are true to life. They're true to life. Yeah. You can feel the reality. Да, то есть те моменты в тексте, когда вы можете прочувствовать реальность, те моменты, когда реальность описывается по-настоящему правдиво. For example, 1 Samuel 18. Например, 1 Царство, 18 глава. This is one of my favorite chapters. Это одна из моих любимых глав. Because you can hear the sheep in the background. Потому что вы на заднем плане можете услышать sheep. Wait. Is this it? 18? It's about David and Jonathan. Oh, I'm sorry, 15. 15 глава, простите, 15 глава первой книги Царств. All right, so I don't want to spend a lot of time on this, so just let me summarize. И я не хочу слишком много времени здесь тратить, но я хотел бы просто подвести так краткий итог. Samuel, as prophet, has told Saul what God wants him to do. Самуил, будучи пророком, сказал царю Саулу, что от царя Саула хочет Бог. That was to kill all the enemies and kill all the booty from the war. All the sheep and да, то есть задача была в том, чтобы убить всех врагов и убить весь скот, который был у врага. Всех овец. And Saul doesn't do it. И Саул этого не сделал. He doesn't kill Agag the king. Он не убил царя Агага. And he keeps a lot of the good stuff for himself.
и много хорошего скота и разного такого добра оставил для себя. And so in verse 10, we see the Lord is angry with Saul. И в стихе 10 мы видим, как Бог гневается на Саула. He makes one of these great statements of Scripture, I regret that I made Saul king. И он делает, Бог, одно из таких величайших заявлений в Библии о том, что я жалею, да, или я сожалею, даже раскаиваюсь, да, что поставил Саула царем. And so, Ну да, в синодальном жалею. in verse 13, Samuel comes and speaks to Saul. И в стихе 13, yes? Verse Да, 13. в стихе 13 Самуил приходит к Саулу. And look what Saul says. И смотрите, что говорит Саул. I have carried out the command of the Lord. Я, благословен Твой Господа, я исполнил Слово Господа. And Samuel says, what's this bleating of the sheep in my ears? А Самуил сказал, а что это за блеяние овец в ушах моих? If I hear the animals alive, then you didn't obey. То есть, если я слышу овец, которые живы еще, то ты не послушался. Now, is this true to life? Это вот похоже вот на то, как в реальной жизни оно происходит. When you were a little kid and your parents told you to do something, Когда вы были маленьким ребенком, и ваши родители вам говорили, что вам сделать. did you ever have a situation like this when you halfway obeyed? Были ли у вас ситуации похожие, когда вы послушались наполовинку? And your parents just went, zing, well, why is this? И ваши родители просто вот указывают вам совершенно точно, почему вот это здесь, да, что происходит. And so we have a situation that we can feel. И есть ситуация, которую мы можем просто прочувствовать. Now, when you read a passage like this, you want to hear the sheep. И когда вы читаете отрывок, вот подобно этому, вы хотите вот услышать вот это блеяние овец. For example, when Noah comes off the ark, you want to smell the decay. Да, то есть, и когда, например, выходит Ной из ковчега, да, и он вдыхает вот этот вот аромат, ну не аромат, запах вот этого всего, разложения вокруг, да, и вы хотите это тоже почувствовать. And you want to get yourself in the passage and understand what's happening. То есть вы хотите проникнуть в самую вот гущу повествования отрывка и понять, увидеть, что происходит. Атмосфера. It's like atmosphere. Yes, atmosphere, the atmosphere. It's like green grass in a narrative about grass. Because the important point of this chapter is verse 23. Потому что самый важный момент в этой главе это стих 23. Rebellion is the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. And to summarize that, when you do what you want to do, you now have made yourself God. И пункт здесь такой, когда вы делаете то, что вы хотите, то вы сами себя делаете Богом. Now, as we think back on our childhood, we can all understand that passage. И когда мы вспоминаем наше детство, то мы все можем понять этот отрывок прекрасно. I may add that there's a lot of adults that feel that way too. Ну, правда, многие взрослые тоже себя подобным образом часто чувствуют. Now in Genesis 22, Теперь давайте перейдем к Бытии 22 главе. this is the sacrifice of Isaac. Это жертвоприношение Исаака. Now, when God gives Abraham this command, you can feel what Abraham would probably feel. И когда Бог дает Аврааму эту заповедь, то вы можете почувствовать, что, скорее всего, испытывал Авраам в этот момент. Notice what the command is in verse 2. И обратите внимание на заповедь во 2 стихе. How is Abraham supposed to sacrifice Isaac? Каким образом должен был принести Авраам Исаака в жертву? Зарезать его? Нет, чисто. Каким кем? And kill him how? Как убить? Как зарезать? To cut him. Не, пойди в What does землю. verse 2 say? Что стих 2 говорит? Пойди во всесожжение. As burnt offering. A burnt offering. Все Yes. сожжения. So he's not going to shoot him and he's dead. То есть Аврааму не просто надо было там
там прирезать или пристрелить Исаака. He's gonna cut his throat, let him bleed out, and burn the body. Да, то есть он должен был, Авраам, как жертва всесожжения, перерезать его горло, выпустить из него кровь и сжечь его тело. А шкуру снимать, да? He also cut his skin off. Right. So this is pretty gruesome. То есть, это очень такое, жестокое описание. Now look at verse 3. What is the first sentence of verse 3? И обратите внимание на 3 стих. Какое там первое предложение? Early the next morning. Early the next morning. Авраам встал рано утром. Now that goes contrary to true to life, doesn't it? Но не правда ли немножко не похоже на то, как это в реальной жизни могло бы происходить? You see that there would naturally be a tendency to hesitate. То есть вы видите, что естественным образом была бы у Авраама тенденция оттягивать этот момент и сопротивляться. And so we notice in the text there's no hesitation on Abraham's part. И мы видим из текста, что со стороны Авраама нет никакого противления и оттягивания. This helps make the point of Abraham's faith. И это помогает нам еще раз утвердиться в основной идее, в вере Авраама. And this is particularly true when you compare Saul. Did Saul hesitate? И это особенно верно, если вы сравниваете Авраама здесь с Саулом, потому что противился ли Саул Богу? Yeah, he hesitated to the point he wasn't even going to get to it. He wasn't even going to do it. Да, то есть он противился до такой степени, что в конце он просто переставал делать то, что Бог ему говорит. In Numbers 20, when Moses strikes the rock. В числах 20 главе, когда Моисей высекает воду жезлом. This is Moses' great failure. Это большой провал Моисея, большой грех Моисея. Now, what contributes to this? Но что внесло свой вклад в этот грех? Как этот грех случился? Через людей. Because of people. People. And how long? What's the time frame of this? И как долго все это тянулось? Какой временной промежуток здесь? Do you know where we are on the timeline when this happens? То есть вы знаете, где мы здесь вообще? В какой период? На каком этапе это произошло? Уже перед входом. It's almost the finish line. Very good, very good. Look at the beginning of the chapter. Посмотрите в начало главы. Miriam dies. Умерла там Мариам. So how long has who am I talking? Moses put up with these people? Как долго Моисей уже в этот момент находится с этими народами? 40 years. 40 years. And they complained for 40 years. И они ропщут в течение всех 40 лет. And then Moses fails. И потом Моисей также согрешает. And he loses his inheritance for this. И из-за этого теряет свое наследство. Now, does that communicate to us about endurance? И это что-то нам может сказать о терпении, о долгой терпении, стойкости. Що не може закінчитись точно. That endurance could just it could be done sometimes. It could be tested. Absolutely. It's exhausting. Да, то есть жизнь может оказаться довольно изматывающей штукой. But when you read this chapter, your stomach should sink. You should have that queasy feeling. Да, но когда у вас вы читаете этот отрывок, у вас должно в животе аж Like you're nervous, like you're scared. Да, то есть у вас переживания должны быть, то есть такие нервные у вас.
Ну, я не знаю, насчет живота, но... то есть вы испуганы, да, у вас душа в пятки уходит. Like being on a roller coaster. Да, у вас душа в пятки уходит от страха. And so you can feel this scene. You feel what's happening in the text. То есть вы можете почувствовать эту сцену, вы можете почувствовать, что в тексте происходит. So what I'm encouraging here is as you read your Bible, И что я вас ободряю делать, когда вы читаете вашу Библию, put yourself in the story себя самих помещайте в историю. and see all the things that are related to that story. И постарайтесь увидеть все вот эти вещи, связанные с этой историей. Genesis chapter 9. Бытие, 9 глава. There at the very end of the chapter, Вот здесь, в самом конце главы, what happens to Noah? что случилось с Ноем? Что мы читаем? He died. Well, not died. What does Noah do that's wrong? Что сделал Ной нехорошего? He get drunk. He gets drunk. Can you understand that? Но можете ли вы это понять, то, что он немножко... That's certainly understandable. Ну, мы все можем понять. Now, one of the interesting things on the images of the Bible as you go through, I think the stories of the Bible give us an image of a doctrine. Of a doctrine. Да, и я думаю, что истории Библии, вот это интересно, они дают нам определенные образы доктрин, да, иллюстрации для доктрин. The flood is the big image of salvation. One of the first images of salvation. Потоп – это самый первый образ спасения. All of the saved are saved. All of the unsaved are not saved. Все, кто спасен, спасен. Все, кто не спасен, не спасен. God alone seals the ark. Бог самолично запечатывает ковчег. There is grace before judgment. Есть благодать перед судом. And you can go through a bunch of things. И вы можете много таких параллелей провести. But if the flood and the ark is salvation, Но если ковчег во время потопа это спасение, what does Noah's drunkenness tell us about our relationship with salvation? то что вот это вот пьянство, ну, разовое пьянство Ноя говорит нам о нашем отношении к спасению. Мы его не можем тратить. We cannot lose it. True. But what's Noah doing after salvation? Что Ной делает после спасения? Расслабляется. He get relaxed. Relax. He's sinning. Он грешит. Those that are saved continue to sin after salvation. Те, кто спасены, продолжают грешить после того, как спасаются. Now we're not even talking about Ham. Но мы даже говорить про Хама не будем. Whatever he did, I think is so bad we don't know what he did. И мы не знаем точно, что он сделал, но очевидно, что это было нечто очень So going back to Noah's sin of drunkenness. И возвращаемся к греху Ноя, связанному с пьянством. In verse 20 of the chapter, Noah began farming and planted a vineyard. В стихе 20 Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. How long does it take to make wine? Сколько времени требуется, чтобы вообще вырастить урожай виноградный? Several years. Very good. So his drunkenness is several years after the flood. То есть его, то, что он напился, это уже несколько лет после потопа. So can you understand how that would come about? То есть можете ли вы себе представить, как такое могло получиться? He's lived now for 3 years and there's 8 people on the earth. Он живет уже 3 года на земле, где всего вместе с ним 8 людей. There may be 3 new babies. Ну, может быть, 3 новых ребеночка. Mm-hmm. А растительность после потопа сохранилась или новые семечки пособирал? So, did the plants have been saved during the, did they preserve during the flood, or Noah just gathered the seeds? No, I think Noah gathered everything he needed and put it on the ark. Ну, я думаю, что Ной просто собрал все, что ему потенциально могло понадобиться, и закинул в ковчег. He very well may have brought some good
grape plants on the ark. То есть вполне возможно он мог притянуть на ковчег вот эти вот растения, виноградник, ну, те, которые... Культурные А? бочками на закатилась. Maybe he kept the something, a little bit of wine there. Would not be surprised. Remember, he's 600 years old, so he's pretty smart. То есть, ну, я бы не удивился и этому, но помните, что ему уже 600 лет на то время, и он уже довольно опытный и не глупый мужик. Now think about David and Bathsheba. Ну, подумайте, например, про Давида и Версавию. David is home from the battlefield. Давид остался дома, не пошел на битву. Is that true to life? Похоже ли это на жизнь? The soldier's going to start straying and doing other things. Когда солдаты слишком долго засиживаются вне битвы, они начинают, короче, блуждать глазами и творить всякие нехорошие дела. Again, it's very, very true to life. Это очень похоже на жизнь. Here's a New Testament, John Mark. Ну, вот Новый Завет, да, Иоанн Марк. Remember, he went on the first missionary journey with Paul, Помните, он отправился в первое миссионерское путешествие вместе с Павлом. and then he abandoned them, И потом он их оставил. and Paul didn't want to have anything to do with it. И Павел больше не хотел ничего с ним общего иметь. This is the apostle. Это апостол. But do we understand that? Но понимаем ли мы это? Понимаем ли мы это? So the point is, the Bible is true to life. То есть идея в том, что Библия описывает жизнь такой, какая она есть. And you want to recognize these things as they come up in the text. И нам нужно вот эти вещи распознавать, вот такие жизненные моменты, когда они появляются в тексте. And you want to observe them and acknowledge them in your mind. Андрей, может он, И вам нужно наблюдать и делать себе определенные пометки в нем. А может он в этом контексте сказать вот это, почему Павел тогда согласился принести жертву, потому что он апостол влияния подбирает? So, how do you... We've been studying the episode in Acts, in probably it's Acts 22, when Paul agreed to make cleansing and sacrifice in the temple of Jerusalem. So, how would you interpret that? In regard to what? It's Like he's doing the wrong thing or the right thing? yeah, Is that what you're asking? it's like because the teacher said that he made a wrong thing, that was his mistake to agree on that sacrifice and cleansing, and he violated his own teaching about the law is stopped and salvation is by grace alone and finished work of Christ, etc. What I would do is go through the observations that you would make on both sides. Но я бы вам порекомендовал все-таки сделать наблюдение, да, обе точки зрения, если их несколько. What are the key observations that you would make in that regard? Обе точки зрения подтвердил наблюдением, попытался бы. Какие ключевые наблюдения в связи с этим можно сделать? Павла обвиняли, что он закон не соблюдает. So, Paul was accused in violating the law. Did he? Но он не нарушал его? Okay, so he wasn't in violation of the law. То есть не было никакого нарушения закона. So you put that on one side. То есть вы это... That would probably be he's doing the right thing. You put that on the right thing side. What would go on the wrong thing side? То есть, что бы мы поставили как аргумент в пользу того, что это было неправильное действие? То, что он все-таки сделал это, то есть он поучаствовал в этом. Ну почему это было плохо? Це It is contradictory to what he was preaching about. Okay, you put that on there. Да, мы помещаем это. То есть вы поняли, да, идею? Табличка, да? What happened 3 times? Что случилось 3 раза? В течение его путешествия в Иерусалим поки вони 3 пускали. раза что-то случилось. God tried to hinder his way, to stop him. He had 3 warnings. 3 предупреждения было Да-да-да, от пророков. from prophets. So you would add that to your list. То есть вы бы это добавили, наверное, к вашему списку. But I would let you decide. I would want you to go observe the text and get a sheet of paper and write these things down. Но я бы хотел, чтобы вы сами решили, чтобы вы сами пронаблюдали текст, взяли листочки бумаги, чертили плохое решение, хорошее решение и
сами пришли к выводу. I don't believe there's a statement in Scripture that says right or wrong. Но я не думаю about this. About him going back. Да, я не думаю, что есть хоть одно утверждение в Писании, которое прямо бы говорило, что вот он поступил нехорошо, или он поступил хорошо. And therefore, the reader has to infer, is he doing the right thing or wrong thing? И потому читатель сам должен определиться с тем, поступил ли Павел правильно или неверно. And again, this is one of those things that's true to life. И опять же, это одна из тех вещей, которые очень напоминают реальную жизнь. So you want to go back home? Вы хотите прийти домой, You want to bring money to your fellow Jews that are starving? вы хотите принести денежки вашим друзьям и иудеям, которые страдают от голода. You're not doing anything wrong Вы in не the temple, делаете там людям ничего плохого, but you have 3 warnings that you may be in prison. но вам по дороге даются 3 предупреждения, что вы можете оказаться в тюрьме. So what would you do in your life? И что вы будете делать в своей жизни? I don't know. That's a hard decision. Я не знаю, это ваше решение. That's not an easy decision to make. И непростое решение, кстати. Mm-hmm. Эта история показывает, что Павел не супер человек. This story probably shows us that Paul is not a superman. Yes. Of Bible. Good. Да, хорошо. Mm-hmm.